Что хочу сказать. Не покупайте вот такие складные лопаты. Полное дерьмище. Лучше брать действительно хороших производителей, Fiskars или аналогичных фирм. Вот. Но ни в коем случае не вот такое вот. Просто валяется в машине. Почему-то по злобе не выкинул. Ну вот сейчас вот просто поиспользую немножко. Я его не убираю, я просто растягиваю его на большую часть, потому что хочу сделать очаг больший по размеру. Ну вот смотрим, я выложил вот такую подкову. Почему? Потому что направление ветра идет отсюда, чтобы была тяга. Камни будут постоянно нагреваться. Мы планируем здесь стоять несколько дней. Поэтому мне нужно, чтобы здесь был постоянно такой жировой котел. На нем проще готовить и меньше для этого тратится дров. Почему? Потому что я делал ориентированные костры, а не всякую вот эту вот ерунду, которая там только греет воздух, да? Поэтому здесь будут ориентированные костры, дающие большой низовой жар. Смотрим следующий этап. Вот мы все убрали. То есть всегда помним о том, что искры могут лететь от костра или еще что-то, стрелять в угли. Поэтому все выметаем до песка на таких вот местах, да? Мы делаем вот такой вот бруствер по всему периметру. И поэтому получается так, что все мелкие щели, которые были между камнями, они засыпаются песком. И поэтому это получится один такой большой тепловой барьер. Сейчас закончу, покажу. Итак, мы сделали по кругу. Теперь для того, чтобы сделать пространство более эстетичным, берем веник. Вот и все. И место симпатичное, и кладка у нас будет полностью прогреваться внутри, и песок, как дополнительный экран, через него уже не будет никуда проходить там искры и все прочее. Вокруг ничего возгореться не может. Остается только линия поддува, потому что мы знаем, что основное направление ветра отсюда. Вот и все. Вот мы сделали очаг. Еще раз объясняю, что это для того, чтобы мы здесь будем долговременно. Мы здесь будем 3 дня. И поэтому здесь будет гореть огонь. Вот меня поправляют, 4 дня. Вот, то есть и здесь будет гореть огонь. И теперь я, чтобы не рубить всевозможные палочки, привез вот такие штуковины. Это арматура вот с такими крючками. На разную высоту можно устанавливать палочку, куда вешать котел. Вот поставили палочку. Чем еще хороши арматуры? Еще раз говорю, это на машине мы возим, не с собой таскаем. Поэтому чем удобно? Колья вбивать довольно-таки проблемно. Да? Арматура, вот выставили палочку как вам надо. Топориком выровняли, вогнали. Все, отлично. Нужно куда-то переложить. Сделали ниже. Что-то мелкое делаете. Убрали на самый низ. Но при этом мы можем еще варьировать расстояние вот по этой высоте, да, как нам нужно. Мегатопор таежный. Купленный в магазине, не знаю за сколько, не знаю какой фирмы. Вот. Хватает вот так, потому что хожу с тесаком. Вот только на такие выезды, когда езжу на машине, беру с собой топор. Все. Больше он мне не нужен ни в каких ситуациях, когда я хожу один. Просто еще раз говорю, не путаем, ребята. Есть групповые выезды на природу, когда мы едем на машинах, туда можно положить все, что угодно. Поэтому с весом, снаряжением никто не считается, да? Поэтому везем бензопилу, везем топоры и все прочее. Когда человек идет один, понятно, всего этого он с собой не берет, потому что не утащить этого всего. Вот. Ну ладно, все, продолжим. Так, вот подготовили. Я не колю дрова, это бессмысленная затея. Летом, когда сухая погода, пилить, потом колоть, зачем это нужно? Вот мы напилили вот такие вот чурки. Это как ваши всеми любимые нодии. Есть там из 3 бревен и так далее. Вот. Это я называю ориентированные костры. Ноди — это ориентированный костер, потому что бревна уложены по одному направлению. Так вот, ориентированные костры дают нам что? Это низовой жар при малой высоте пламени, что нам и нужно на самом деле. Так вот, для того, чтобы не тратить лишние усилия на расколку дров там какую-то, вот, зачем вам это пламя? Достаточно уметь регулировать этот низовой жар. Значит, вот смотрите, 2 больших бревна я положил. У меня также распилены эти все. Есть более тонкие бревна. Теперь мне нужно их запалить.
Хотите разжигать огнивом, разжигайте огнивом. Никто ж вам не мешает. Вот, для тренировки. Мы сейчас не говорим, еще раз говорю, о выживании. Мы говорим, мы приехали на природу, на рыбалку. Поэтому спичек у нас до хрена. И зажигалок, и всего прочего. Поэтому берем сразу 3 спички. Подкладываем вот сюда, где нам нужно это все поджечь. Ну и сразу подожгли их все 3. Все, огонь у нас пошел. И теперь берем тоненькие палочки и начинаем их укладывать так, чтобы никаких тут насечек на дрова летом не надо делать, они и так хорошо горят. Не нужно ничего выкладывать, там подпихивать под них. Вот, взяли вот это все, нарубили, и это все разгорелось. Сейчас мы, когда это разгорится постепенно, мы получится 3-е бревно, потом еще бревно и еще бревно. И потом вот так будем накладывать. А когда образуется котел угольный, они будут только вот так ориентированы, потому что мы берем. Это как у меня на помостах, посмотрите, там все это хорошо показано. Самое главное, не упихивать их на начальном этапе близко друг к другу, ну, чтобы огонь проходил вокруг них. И тогда они будут гореть. Теперь для того, чтобы создать именно угольный котел, я вот это положу сюда. Потом я ее доверну вот так, когда она будет разгораться. И они будут, и поэтому высота пламени будет небольшая, а жар будет большой. Все. Весь костер занят. И никакой рубки, никаких, это только пилка. Зачем вам тратить свою энергию и так далее на все это? Напилить настолько и наколоть дровами. Что... Но если кому делать, не колите, конечно. Вот, но летом это не требуется. Вот, пожалуйста. И теперь любые, когда это будет угольный котел, вы можете представить, любые, хоть вот такой толщины дрова, они будут моментально вспыхивать. Но это будет гореть очень долго. Вот и вся премудрость. Брат должен. Теперь хочу показать, в чем достоинство. Вот здесь вы видите, дрова довольно-таки толстые. И расстояние между ними мы регулируем. Вот у меня чайник, не котелок какой-то мимо. Чайник нормальный. То есть, смотрите, я могу его просто поставить на дрова. Он никуда не денется. По одной простой причине, что вот я его поставил сюда. Все. Вот такие бревна. Куда он упадет? И он сейчас будет очень быстро закипать, этот чайник. Если нужно подвесить на палку, вешайте. Но я его сейчас поставлю на угли, так просто вот при таких кострах это будет более быстрая схема закипания. Костер горит, чайник кипит. Видно, что вот из него выливается вода, вот, булькает. Видно? Ну, видно, что вода вот вся гуляет. Значит, прошло 3 минуты. Жар очень большой. Значит, если вот стоит вот так на углях, нужно снять. Ничего сложного нету. Берем вот такую веточку, чтобы была рогулечка. И все. Зацепили, подняли. Вау! Убираем чайник. И вот теперь смотрим дальше. Теперь мы делаем ориентированный огонь. Поэтому мы берем и эти бревна выкладываем вот так. Прошло 4 часа. Костер вот в таком состоянии. Можно сдвинуть основные поленья, можно в центр бросить уже другие, любые толстые поленья или тонкие ветки, как вам нравится. Либо уже начать готовить что-то в углях. Это уже вполне достаточно, потому что камни удерживают этот жар. Теперь показываю, опять не напрягаясь, берем бревно, кладем в центр. Вот такого сечения бревно. Никакой колки по-богатырски, по-таежнически не надо. Вон оно и так все горит.